Всех приветствую на канале, друзья аквариумисты. Очень много было вопросов по калию от подписчиков, а именно как я вношу калий, в каких количествах. Давайте разберемся по передозировке. Это мое видение проблемы по передозировке калия, никому его не навязываю. Все проверялось на личном опыте, а именно на голландском аквариуме, где большое количество видов растений, соответственно, каждый из них требует определенных параметров по калию. Немного пробежимся по теории. Все прекрасно знают или слышали, что калий необходимо вносить, а также есть мнение, что калий передозировать невозможно. Адептом этой теории был и я до некоторого времени. Все росло, масса выгонялась. Но когда у меня стала задача получить красивое декоративное качество растений, тут и возникла проблема. Начнем с того, за что отвечает калий в аквариуме. Он в первую очередь отвечает за тургор клетки. Что такое тургор? Это внутреннее давление клетки, которое позволяет оставаться ей крепкой и сохранять свои свойства и правильную форму. Отсюда при недостатке калия тургор ухудшается и клетку разрывает, появляется некроз. Появляются те самые дырки на старых листьях, которые мы видим. Что же происходит при передозировке? Тут влияют много факторов, их обязательно нужно учитывать. Первое – это освещение. При мощном свете процессы протекают очень быстро в аквариуме, и необходимо не только держать правильную концентрацию удобрений, но и своевременно их пополнять и вносить, потому что процессы протекают очень быстро, растения растут быстро и требуют питания. Учитываем грунт, так как субстрат, возможно, подложка у вас имеет в своем составе калий. Наличие натрия – это очень важно в воде. Натрий является антагонистом калия, то есть блокирует его. Отсюда имеем то, что чем больше у нас натрия в водопроводе, тем выше нам надо держать норму калия в аквариуме. То есть при подмене водопроводом, если мы будем держать пропорционально по натрию и калий. При этом весь калий не усваивается, это надо тоже учитывать. И то количество калия, которое накапливается, в случае падения в сторону понижения натрия у вас произойдет передозировка. Очень многие попадают на эту передозировку, потому что водоканал у нас непонятно, что делать с этой водой, и постоянно проблемы именно с водопроводом возникают. Почему же мы получаем передозировку и все вытекающие радикулиты и пропеллеры на аквариумных растениях? Вот у меня на видео видно, что Альтернатера имеет вертолет, Людвигия, Грацилис ужасные кривые листья имеет. Калий блокирует кальций. В свою очередь мы получаем вот этот радикулит и вертолеты. Кальций в свою очередь начинает накапливаться и создает затруднительное потребление магния и железа. Отсюда мы видим хлороз по железу, а если у нас еще повышены фосфаты, так и еще часть этих с фосфатом железа связывается, также выпадает в осадок, и мы получаем хлороз. А также некоторые путают хлороз с недостатком магния, то есть магний тоже плохо потребляется растением. Мы видим мозаичность, она очень схожа на некоторых растениях чем-то с хлорозом похоже. Если присмотреться, то видно явный недостаток магния. В результате я пришел к тому, что лучше использовать реминерализованную воду солями кальция и магния. Параметры, которые мне подходят для моего аквариума, это KH3-5, GH6-8. При этом дополнительный калий я не подливал, лишь использовал калий, который идет в микро и макро. При более жесткой воде, естественно, вы должны учитывать, что у вас усвоение калия и других элементов будет хуже, поэтому норму калия надо повышать. Также учитывайте тот нюанс, что при повышении дозировок вы можете поймать именно вспышку водорослей, потому что в воде будет больше свободных элементов питания. Поэтому если растения где-то в каких-то моментах у вас начинают стрессовать, не потреблять питание, тут же появляются водоросли. Поэтому многие попадают на эти грабли. То есть маленький промежуток у них есть именно балансирование между водорослями и ростом растений. Поэтому вот подушка буферная должна быть побольше все-таки. Как же избавиться от передозировки? В общем, подменами у меня так и не получилось от нее избавиться, от передозировки калия. Очень хорошо справляются, проверено мной лично, это Ричия, она очень сильно забирает калий, а также гигрофила пинантифида. Но пинантифида, она
похуже растет, ей надо более получше параметры и свет получше. Вот Ричия справляется на ура. Поэтому если у вас такой вопрос стал, ищите Ричию, покупайте, высаживайте. То есть все у вас должно наладиться, уберется излишки калия. Также вопрос от подписчика Михаила по поводу альтернатеры. Ну, скажу так, что мне ее не сразу удалось вырастить более-менее в такой форме, как она сейчас. Постоянно ее крутила, постоянно какие-то дырки, схожие на передоз по калию. В общем, пришел я к такому выводу, что она, в принципе, не любит очень большого содержания фосфата, азота, ну и калия. В основном она любит микро. Больше у нее схоже, наверное, больше с роталами такая система питания, как мне кажется. Ну вот, очень долго она переходит в эти параметры. Тоже надо понимать, что если вы где-то взяли это растение, и оно находилось в каких-то условиях, то очень-очень долго оно переходит в ваши параметры. Ну и заметил еще по альтернатере, когда я увеличиваю дозировки калия, подливаю, то есть спасаю, допустим, стаурогин, на котором появились дырочки от недостатка, то тут же у меня новые листочки на альтернатере появляются уродливыми, некрасивыми. То есть это тесно связано с калием. То есть где-то на третий день вот появляются такие симптомы. Поэтому при внесении калия необходимо учитывать калий, который идет в микро, макро. Когда вы берете банку, обязательно прочитайте, есть ли там в составе калий. Также необходимо учитывать, есть ли в подложке этот калий. Ну и калий я, естественно, вношу только при подменах. Я так не подливаю его просто так. Сделал подменку, внес. То есть небольшое количество калия позволяет поддерживать растения, то есть недостаток убирать полностью. Также не забываем, что каждый аквариум это уникальный, и такого совета дать конкретного, что вот делай именно так, там очень много нюансов есть, которые именно работают в вашем аквариуме. Возможно, у вас будет больше гигрофиловых или вообще их отсутствие. Поэтому пишите в комментариях ваши соображения, кто как считает, интересно услышать другие мнения. Все, что сказано мной, это проверено в течение года на этом аквариуме, проводились эксперименты с калием, с повышением, понижением дозировок. Результат, естественно, виден на растениях. То есть, когда я не повышаю дозировки, у меня растения чувствуют себя очень хорошо. Но это, конечно же, если мы исключаем гигрофиловые. Пока на этом все. Всем пока, удачи, красивых вам аквариумов. До новых встреч.